Друзья, я снова всех приветствую. В этом видеоролике начинается новая эра на нашем с вами канале. А почему? Да потому что я приобрел нового донора для проектов. Пойдемте посмотрим, что это такое. Хотя нет, стойте здесь. Не знаю, ребят, мотор мертвый, не мертвый. Но едет неплохо, я уже пробовал. Он реально очень дерзкий, у него на первой до 160, даже, по-моему, до 165, и мощность около 170 лошадей. Да. И при всем при этом, это мой первый мотоцикл. То есть именно на нем я попытаюсь освоить все вот эти вот азы двухколесного движения. Я понимаю, что литровый спортбайк 1000 кубических сантиметров никак не способствует безопасности и обучению вождению на мотоциклах. Но, друзья, мне он нужен в основном для проектов. Хотя я уже больше склоняюсь, чтобы кататься на нем. Вы не поверите. А изначально брался чисто для проекта. Чтобы можно было вынуть с него движок, куда-то использовать. Есть дерзкая одна затея, задумка. Она вам должна понравиться. Совсем непростой аппарат хотелось бы сделать. Ну и чисто использовать раму мотоцикла, чтобы внедрять в нее различные движки и как-то все это дело преобразовывать. Вам же надоело, что я все время Ашан байк использую для своих самоделок? Вы же говорите, это фуфло какое-то, оно там плохо едет, оно разваливается. Цепной привод работает. Ну вот, взял просто какой-то нереальный аппарат. Да, он, конечно, немножко старенький. Здесь есть свои проблемы. Возможно, и движок здесь мертвый. Я, честно говоря, толком не проверил его. Я очень сильно загорелся и сразу в охапку, в обнимку взял его вот так вот и забрал. Но уже начал кое-какие здесь ремонты осуществлять, потому что мне он очень сильно понравился. Что там с ним в будущем будет, мы еще все узнаем, естественно. Ну а пока хотелось бы немножечко подрассказать о состоянии. И вообще, что это за зверь такой? Я тут уже ремонтами кое-какими занимался, друзья. Уже чинил текшую вилку, менял сальник на одном из перьев. Вот поменял. Все, кстати, хорошо, все, теперь ничего не течет. Поначалу катался немножко с текущей. Поменял уже зеркала, потому что вы не поверите. Многие говорят, есть такое поверье, что на мотоцикле не стоит вопрос, упадешь или не упадешь, а вопрос лишь в том, когда. Так вот, я уже падал немножко. На меня напали собаки.
Я на вот таком вот грунте, то есть, ну вот я вот здесь по гаражам катался. И на этом грунте в повороте я чуть перегазовал, хотел уйти от них. Чуть перегазовал и все, полетел. Наклонялся в одну сторону, потом пошел зацеп, и меня перекинуло через мотик вообще в другую сторону. Ну, никаких особых проблем не было, скорость была нулевая. Я как бы кое-какие выводы из этого сделал, естественно. И теперь поаккуратнее. Смотрю видосы, постигаю по видосам, как на нем ездить. Могу вам даже вставить первую поездочку мою. Это мы с Олегом тестировали, пробовали на нем кататься. Да-да-да, вот так это было. Ну а теперь продолжим осмотр. Пластик здесь, в общем-то, в неплохом состоянии. Задняя часть абсолютно целая. Боковушки немножко клееные кое-где. Ну вот здесь на ребре есть трещинка. И вокруг болта там все внутри очень здорово оклеено. С другой стороны, ну здесь особых косяков не вижу, кроме того, что подрано немножко. И вот я подрал. Это уже мой косяк. Вот эта потертость. Далее, вот еще мой косяк на ручке. И вот здесь грузик, но я его переместил вниз, чтобы не так видно было, не так позорно. Глушитель немножко при падении погнуло. Точнее, не погнуло, а вот здесь вот на шаровом соединении, или я не знаю, там шаровое, не шаровое. Ну, в общем, оно вот так вот чуть-чуть шаталось. Я с усилием вставил его на место. Кстати, вот эта штука, она карбоновая. Поменял уже все жидкости здесь. То есть чуете, да, чем пахнет? Походу не собираюсь я его разбирать, да? Вы, наверное, так подумаете. Какие там могут быть проекты, когда такой мотик под боком? Я с вами, пожалуй, частично соглашусь. Вот. Кстати, после замены жидкости, после замены особенно вот тормозной жидкости, она была темная, я заменил на новенькую Brembo. Тормозной рычаг стал меньше как-то хрумтеть. Есть еще некоторые нюансы. Ну, был такой хруст вот в этом поршеньковом механизме. Прям хрум-хрум-хрум-хрум-хрум. Ну вот, слышно. Оп. Вот такого плана. Поменял жидкость, стало получше. Это у меня против собак тут, наших местных. Защита. Я, кстати, как-то обзорчик на это дело снимал. Это ультразвук, да еще и моргает. Ну, честно говоря, когда на моцике едешь, против собак плохо помогает, потому что выхлоп громкий, и он чисто заглушает вот это дело. А когда пешком ходишь, они расходятся, просто как ракеты разлетаются. Далее, по баку косяк. С бака очень сильно воняет. Я не знаю, с чем это связано. Я там сальник уплотнил, причем здорово уплотнил. Стало меньше вонять, но все равно воняет. Не знаю, с чем это связано. Я уже и снимал его, смотрел, вроде бы там все нормально, ничего не течет. Это я пока так временно залепил, потому что стоит в гараже, а я там работаю. Ну и не хочется постоянно дышать парами бензина. Первонаперво мне больше всего хотелось поменять масло в моторе, потому что много открывать дроссель не хотелось бы с тем черным маслом, которое здесь было. Но после замены все равно оно черное осталось. Сейчас не видно, потому что стоит на подножке и отклонено в другую сторону. Но сейчас я вам покажу. Вот так повернуть, все, масло в норме. Масло залил новенькое, хорошее, качественное, мотоциклетное. Ну, в общем, все как надо. Автомобильное не стал заливать. Но оно очень быстро почернело. Возможно, движок внутри грязноватый. Потому что я очень хорошо стравливал его. Менял фильтр, естественно. Долго-долго ждал. Поменял также и охлаждающую жидкость. Она была настолько плоха, что движок закипал. То есть я приехал, температура 102 градуса, в принципе немного, ну или 104. Выключаешь мод, а движок начинает кипеть после этого. То есть не справляется, совершенно не справляется
охлаждающая жидкость. Залил нормальную, новенькую, все стало на свои места. Сейчас никаких проблем нет. В общем, надо пластик снимать, чтобы поменять ее. По-другому никак. Кстати, да, вот после падения согнула вот эту защиту. Довольно-таки сильно согнула ее. Вот, но спасла, можно сказать, весь пластик, весь мотоцикл. Да. Поначалу думал, что есть какие-то неполадки с фарами, потому что вот так мы включаем. Вот сейчас 2 лампочки горит, но это похоже, что на дальнем она стоит. Да, синенький это дальний. Ставим на ближний, горит 1 лампочка. Я почему-то думал, что 2 на ближнем все-таки должно гореть, но похоже так и должно быть. 1 на ближний, 2 на дальний. Не очень симметрично, но как-то так. По свету все работает, даже поворотники. Поворотники вот особо не пострадали здесь. А зеркало, сейчас я вам покажу, выглядит вот так. Так что я, как и все, хочу вас предостеречь, друзья, от покупки столь мощного мотика, как первый мотоцикл. У меня это сделана покупка осознанно, потому что я хочу с него другое делать. И мне придется ездить на таком пока. Чтобы поменять сальник на вилке, пришлось даже ключик прикупить, точнее головку. Ибо вот эту штуку мне нечем было откручивать. Нужно полностью снимать перья, разбирать. Кстати, здесь руль не родной. Видите какой? Здесь не клепоны стоят, а руль. Довольно-таки широкий. Также я недавно обнаружил, что есть небольшой люфт на вилке. Ну как небольшой, где-то 3-4 миллиметра. Если приподнять мотоцикл, вот такой вот люфт. Купил тормозные колодки, они здесь тоненькие. Но оказалось, что они в принципе нормальные. Они и настоящие, то есть и новые тоже тоненькие. Диски тормозные изношены где-то на 0,4 миллиметра. Особых задиров здесь нет. Я не знаю, вот это считается задирами или нет. Ну так оно все здесь гладенькое. Все в принципе нормально. Просто еще к чему я это все показываю, рассказываю. Мотик-то, друзья, 2001 года. Мотик из Германии. У меня есть все документы на него. Все, абсолютно все есть. Пробег 32 тысячи. Не знаю, правдивый он, неправдивый. Но 33 800. 34 тысячи. Вот такой пробег. Ключик немножко подклинивает. Упоры вилки вроде бы на месте. Я так посмотрел, но вот эта часть не дотягивается до упора. Ну, хотя она здесь упирается именно рулем. А так, если бы вот этого не было, стояли бы клепоны, я думаю, бы все дотягивалось бы нормально. А эта часть нормально дотягивается. Сцепление работает. Движок как-то, правда, после замены масла стал тарахтеть более сильно, чем до этого. Но то, что сцепление тарахтит, это понятно. Но, по-моему, здесь еще и цепь тарахтит. В общем, надо бы завести вам, да и дать послушать, как оно работает. Я так понимаю, да? Сейчас сделаем. Сцепление. Такой вот звук. Если выжать сцепление, звука меньше, сцепление перестает шуметь, подключаем, больше становится. Хотя что-то как-то не особо сейчас. А ну-ка, вот, подключаю. Вот так. Он и работает.
Что еще интересного? Вроде бы как мне повезло, мотик не особо уколхоженный. Но каких-то перемотанных проводов я здесь особо не нашел. Вот это я даже не знаю. Это родная перемотка. Она вот здесь ничего нигде не липнет, не сопливит. Ну, похоже на неродную. Ну так вроде бы все вот на таких проводах. Клеммы все родные, все нормально. Цепь еще есть куда двигать. Шины вроде бы нормальные. Год шин я не смотрел пока. Но видно, что на ней не закладывали особо. Вот эта часть абсолютно новенькая. Никаких потертостей здесь не обнаружено. Здесь немножко подстерто. А я, кстати, купил новые шины уже. Потому что мы топим за безопасность. Все-таки хочу, чтобы, если я буду иногда кататься, чтобы максимально новенькие шины были. Когда снимал бак, заглянул и в воздушный фильтр. Он был просто термоядерно забит. Использовался фильтр нулевой очистки. То есть нулевого сопротивления. Его, как и положено, брызнули маслом. Но к этому маслу столько всего налипло. Я просто замучился его чистить. Потому что хотелось бы как бы немножко прокатиться там и так далее. Но забито было адски, почистил, поставил и заказал новый фильтр. Так, ну и в общем-то, так как мне только что пришел новый фильтр. Вот он как выглядит. Это бумажный фильтр. Я сразу же могу открыть коробку воздушного фильтра, заодно заценить вам, как здесь что выглядит. Вот они, дросселя в каком состоянии, немножко грязноватые. Ну, а вот такой стоял фильтр нулевой очистки. Вы не представляете, какой он был грязный. Я его отмыл, конечно же. Но он был просто нереально грязный. Слушайте, так хорошо отмыл, что даже не могу показать вам грязь. Ну вот это все было забито, в общем-то, с одной стороны. Я все-таки склонен использовать нормальное. Пусть оно немножко будет поддушено там на пару лошадей. Но зато будет фильтроваться. И движку от этого будет приятнее, он будет гораздо дольше работать. Снимать бак здесь непросто. Потому что приходится вот это дело откручивать. Мой широкий руль. Вот, иначе он вот так не выходит сюда. Не приподнимается. Плюс один из болтов был адски закисший. Пришлось вот даже забивать туда звездочку, чтобы его открутить. Но ничего не сорвал. Аккуратненько, аккуратненько. Потратил, наверное, час времени. Я тут и грел. И что я только не делал. Но не зря, когда выкрутил, болт был абсолютно ржавый. О, видите, что на руках? Это я алюминиевой смазкой смазывал после этого. Чтобы не прикипало. Джазу я на нем особо сильно не давал. Но вот уже обзаботился. Поставил новый демпфер руля. Который регулируется. Который китайский. У меня их два таких было. Алексей как-то дарил в свое время. Я думал, может, на какую-нибудь технику самодельную поставить. Ну вот пригодилось. Здесь вот есть регулировка. Мягче, жестче. Должен спасать от воблинга. Ну, как бы надо еще самому уметь с этим справляться. Не полностью надеяться на него. Здесь был заводской. Но у него уже вытекшее масло было. Я его, кстати, тоже прокачал. Потом в последующем, если что, установлю на место родной. Прокачал вилочным маслом. Не знаю, насколько это правильно. Ну, то есть тем самым маслом, которое я для замены сальника в вилке покупал. Вот такие дела. Уже, то есть, можно даже джазу давать, получается. Хотя мне что-то подсказывает, надо для начала подтянуть подшипник. Ибо вилка у меня немножко, как я уже говорил, подшатывается, подбалтывается. Это нехорошо. Явно это грозит неприятностями, как мне кажется. Интересно ваше мнение, какой же все-таки здесь реальный пробег на этом мотоцикле? Может ли он быть 34 тысячи километров? Но у меня, в общем-то, практически все. Жду ваших комментариев, что вы об этом всем думаете. К чему это все приведет. И вообще, как что будет. Кому интересно увидеть, что будет дальше, во что превратится этот мотоцикл, подписывайтесь на канал, поддержите лайком.
То, что это быстро произойдет, я вам не обещаю. Возможно, на года растянется, но рано или поздно я с него что-то сделаю. Это 100%. Так что подписывайтесь, чтобы не пропустить самые свежие новости по проекту. Все, всем пока, до новых встреч. Вообще, какое-то нехорошее чувство у меня. Мне кажется, я не смогу разобрать котеночка. Так вот он в гаражике стоит. Красавчик. Уже и резинку ему новенькую прикупил. И колодки зачем-то купил новые. Да и сразу как-то я проникся этой мототемой. Мне безумно понравилось при первой посадке на мотик. Я влюбился, ребят. Я буду мотоциклистом 100% теперь. На этом мотике или не на этом, но это 100, даже 200%.